Поехали. Нет, Вань, приехали. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Вновь в вашей любимой студии Саша Карельский и Ваня Червинский. Здравствуйте, друзья. Саш, я вот понял, что ты чувствовал сегодня ночью, потому что мы возвращались в плацкарте, 2 верхних боковых койки. Ты прочувствовал это на себе, да? Вообще по полной. Соседи зато были довольно, действительно веселые. То есть это атмосфера такого единения, и там все объединились, и там уже у кого-то даже ноги вышли за периметр. За периметр, да, зоны комфорта. Так что там все вот так вот вышли из зоны комфорта и все вместе объединились. Ну, было круто, конечно. Сплотились всем поездом, называется. Не знаю, да, связано ли это с тем, что проходила песня года, вот, и там тоже было такое единение чуть-чуть. Я думаю, что самое время рассказать немного о нашей поездке. В первую очередь, обратите внимание, вот только-только мы приехали с вокзала. Кстати, прибыли мы не на московский вокзал, как хотели, а на Ладожский. Как хотел ты, Саша. Ну, я мечтал. Друзья, обязательно смотрите свои билеты, даже если не вы их заказываете. Вот, и поэтому эта беседа буквально с пылу с жару. Так вот, давайте в 2 словах расскажем о том, что в первую очередь вас ждет большой фильм о нашей поездке. Мы сняли очень много кадров, вот, поэтому сама поездка будет освещаться в большом фильме, не пропустите. А вот сегодня мы поговорим преимущественно о том мероприятии, на которое мы ехали, ради которого мы собирались, и я надеюсь, у нас все получилось. Но во всяком случае, мы, Вань, с тобой остались невероятно довольны и счастливы от того, что вот побывали и увидели это мероприятие вживую. Познакомились, в общем, мы с нашей эстрадой, сделали для себя выводы, поделимся обязательно, покажем, как это было. Но главный вывод, знаешь, какой, вот, Саш, все артисты хорошие, все артисты молодцы. Потому что вот там был такой большой экран, там можно было крупно видеть их лица, и они вот старались. Леонтьев мне очень понравился. А София Ротару? София Ротару вообще зажгла. Я вот ее ни разу не видел. Ну, я и Леонтьев. Я вообще их никого ни разу не видел, кроме Димаша. И они меня все вот поразили. Можно сказать, что вот лучшие их годы, они уже, ну да, то есть это такие уже легенды, да, нашей культуры, вот, которые уже вошли в историю. А расстраивает чуть-чуть, что вот с молодежью как-то молодежи не так много талантливой. А я, прежде чем коснуться молодежи, хочу вообще немножечко нашим друзьям рассказать о том, с чего вообще началась эта наша песня года. Мы благополучно с тобой добрались до ВТБ-арены, а вот когда мы уже попали непосредственно в саму ВТБ-арену, то первый, кто нам встретился из Дер, кстати, это совершенно же чисто случайность, мы встретились с Людмилой Зайцевой и приятно пообщались и успели даже сделать небольшую фотосессию. А также, пользуясь случаем, хочется передать Дирс из Якутии, Вань. Да, большой привет. Нарядные, веселые, счастливые девчата подошли к нам. Нет, так, наверное, неправильно будет сказать, все-таки они уже взрослые дамы, но они вели себя настолько искренне и по-детски, что нам захотелось прям там вместе плясать, танцевать и веселиться. А ты знаешь, что каждый раз, когда Дерс из Якутии приезжает, у них всегда такие красивые головные уборы, такие костюмы. Их сразу видно. Да. Ни с кем не перепутаешь. Ну и, конечно, вот даже гуляя по фойе, преимущественно чувствовалось, что в основном многие пришли исключительно посмотреть Димаша, и это все были из нашей большой общей семьи Дерс, потому что их, во-первых, было сразу видно, они, не стесняясь, друг к другу подходили, как возможно, обнимались, целовались. Нет, целовались не получалось, у них у всех были маски. Кто-то целовался, тот, кто сдал тест. Да, вот, и, конечно, фотографировались, и даже запевали песни. Но что самое интересное, Ваня, мы должны сказать о том, что смотри, как символично получилось. Мы с тобой в самом начале поездки разделились. Ты уехал благополучно на двухэтажном поезде, я на обычном на час позже. И даже на концерте, Вань, мы опять с тобой разделились. И я думаю, нам нужно об этом рассказать, как так произошло.
Друзья, а как вот так получилось, что судьба разделила нас и на концерте тоже? Вы узнаете в нашем фильме, который мы сейчас готовим. Ну и вот, значит, сижу я, Вань, на концерте, начался концерт. Разумеется, это все была съемка. Вышел Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и сказали, что, друзья, у вас как бы Новый год уже, в принципе, случился. Вы должны вести себя так, как будто Новый год уже произошел. Ну, собственно, мы так себя и вели. И для нас настоящий праздник наступил ровно тогда, когда появился Димаш Кудайберген. Потому что то, что происходило, была фантастика. Мало кто знает, но на песне года, финальную песню, оказывается, я теперь узнал, пишут в самом начале мероприятия. И для всех было прямо большой неожиданностью, когда Димаш, выступая на финальной песне, исполнив ее, сразу же получил букет цветов. Там не один букет цветов, его просто завалили цветами, что он даже не знал, как уйти. Мне кажется, что вот такая реклама, которую Диарс делают в самом начале выступления, сразу вызывает интерес к артисту. То есть люди, представь, пришли посмотреть на других артистов, а так получается, что в самом же начале очень большое внимание к одному человеку. Конечно, им становится интересно, а кто этот артист, которому такое внимание. А когда уже потом Диарс запели, и вот тогда уже я услышал даже, что ребята сзади меня решили загуглить, а кто такой этот Димаш, почему так его любят. И вот это вот крутая реклама, мне кажется. Ну, нужно вот рассказать тем, кто не знает, была невероятно строгий контроль. Всех действительно держали на социальной дистанции. Ко мне неоднократно подходили, проверяли, нахожусь я в маске или нет. И поэтому то, что Дир все-таки удалось прорваться к сцене, и охрана поняла в какой-то момент, что их просто не остановить, это тоже вызывало неподдельный интерес даже у моих соседей, которые вот сидели рядом со мной. То есть явно был непонятен и им ажиотаж на Димаш для людей, которые не знакомы с ним, да, настолько близко, насколько знакомы мы уже с вами. Ну и, конечно, стоит прежде всего отметить премьеру песни. Мы ее, Вань, наконец-то услышали от начала и до конца. Ну что тут сказать? Действительно, какой там, Вань, плагиат? Там это потрясающая, хитовая композиция, которая, я уверен, будет звучать еще долгие-долгие годы и радовать всех вокруг. Я не удивлюсь, если уже вот в этом месяце или в следующем будет она на всех радиостанциях в России играть. Но она того 100% заслуживает, как и другие песни Димаша, потому что все-таки открыл Димаш свое выступление с композицией Your Love, которую, к слову, тоже сказать, прозвучала просто фантастически. И видно вообще по реакции людей, что как будто, знаешь, вот все вокруг уже настолько приелось, настолько обыденно. Вот те фонограммы, которые звучат, те ритмы, которые звучат, вот эти артисты, которые мелькают по телевидению, все настолько к ним привыкли, что даже вот я заметил, что ведущему сложно было раскачать зал. Вот сложно было действительно поднять вот эту атмосферу, тем более потому, что было половина зала. Но как только появлялся Димаш, все трибуны оживали, люди, которые даже сидели в телефонах, поднимали глаза, те, кто даже, мне кажется, впервые находил функцию видеозаписи на своем телефоне, начинали снимать. Это я рассказывал про дедушку, который сидел, и он просидел вот начало концерта, да, вообще ничего не делая. Но как только появился Димаш, ему сразу захотелось это отснять. И потом он даже начал интересоваться, а вы снимали? А вы все сняли? Я говорю, да, все сняли. Мы даже... Дедушке, конечно, дал ссылку на канал Алга Петербург. Да, не знаю, попадет он туда или нет, но очень надеюсь. Друзья, все это вы сможете увидеть в нашем большом фильме, который мы сейчас будем готовить. Поэтому не забывайте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы видеть, когда этот фильм выйдет. Ну и чего, Вань, греха таить? В тот момент, когда Димаш вышел и исполнил свою финальную песню «Там, где живет любовь», в очередной раз получил невероятное количество комплиментов, цветов и благополучно ушел за кулисы, вдруг в какой-то момент я понял, что зал начинает резко пустеть. Люди просто берут и уходят. Я даже начал переживать, неужели, думаю, все заканчивается. Хотя спрашивали людей, нас пугали, что 6 часов будут съемки. Мы сидим, я сижу, жду,
там уже другие артисты начали выступать. Уже понимаешь, что даже в какой-то момент начинаю немножко зевать, несмотря на то, что вроде как и картинка красивая, и шоу, и вроде ведущие подготовлены, говорят хорошие вещи. Шутки смешные были, да. Шутки, да. Но были. какое-то вот давление появилось вот в височной части. И я понял, что И у это меня всё- подходящий момент, чтобы... Чтобы уйти. И действительно, мы бы потом сообразили, что оказывается то, что было. Потому что я ждал Димаша, думал, что будет еще финальная Да. финальная Но песня. к нам девушка подошла, Дер, и сказала, что все уже, больше Димаша Все, не ребят, Димаш-то больше не будет. Я говорю, как? А финальная песня? Так они же, говорит, ее вначале спели. И тут я понял, что же нам делать. Сидеть дальше для меня было уже тяжеловато, честно тебе скажу. Вот. И судя по всему, что умные люди, конечно, вышли. Вот. И кто-то действительно общался в фойе, обсуждали. И в основном я тоже слышал, что обсуждали выступление Димаша. Ну а самые преданные фанаты, разумеется, побежали на парковку и... Куда, в принципе, и мы тоже спустились. Но вы это все увидите в фильме, потому что там они и пели песни Димаша, и там, кстати, мы даже взяли очень интересное интервью. Но сейчас, наверное, нам важно сказать, Саш, не о том, что будет в нашем фильме, потому что я думаю, что уже мы достаточно заинтриговали. А сейчас нам важно сказать о том, что проблемы же, получается, вот в нашей индустрии музыкальной. Фань, это очень серьезные проблемы, которые меня очень сильно Кого печалят. можно отметить? Вот Димаш, кто, может быть, Полина Гагарина, вот, хорошо спела. Мне еще Арбенина понравилось. Я Арбенину немного не понял. Я, наверное, просто не знаю, вот, ну, почему ей дали песню года. Может быть, ну, я не слежу просто за ее творчеством. Может быть, действительно задела. Но я просто даже вот знаю, что она раньше была в группе рок, да, по-моему? Да. И ты знаешь, вот глядя на крупные кадры вообще артистов, у меня создалось впечатление, что они сами уже устали. Они сами действительно устали, но вот та система, в которой они находятся, вынуждают их выходить снова и снова. Почему? Потому что они стали как бы заложниками своей популярности, и тем, что в принципе ну, их как бы кормят их семьи, и они как бы вынуждены посещать уже эти мероприятия, и это, с одной стороны, понятно, нужно этим людям, но это очень сильно мешает индустрии современного российского шоу-бизнеса. Потому что то, что сейчас происходит, это очень грустно и печально. Потому что если вы послушаете рифмы песен, которые звучат, вот эти однотипные дыц, которые действительно из песни в песню повторяются, и все. Артисты, понимаешь, они выходят на сцену, чтобы не песню спеть, а себя показать. О музыкальных талантах вообще очень сложно, конечно, мне рассуждать и спорить, потому что я не музыкальный эксперт. Но на меня это все навеяло тоску, и я понял, что если так будет продолжаться и дальше, то через 5 лет мы потеряем вообще, в принципе, мне кажется, вот понятие эстрады. Некому будет, ты хочешь сказать, что заменить артистов, которые должны будут на пенсию отправиться на достойную? Просто сейчас проблема какая, что есть талантливые ребята, но их нет на этих премиях. Есть те люди, которые... Да, например, вот Диана, да, Анкудинова есть. Вот почему не было Дианы? Потому что невероятно талантливая девушка с невероятно красивым голосом. Ей уже пора давно выступать и блистать. Например, вот кто-то из участников премии мог бы написать песню для Дианы и презентовать ее, да? Ну, и опять же, возможно, еще знаешь, чем связано? Что все-таки это телевизионный формат, и все-таки те, кто смотрит телевизор, это достаточно взрослые люди. И возможно, что подбор артистов еще связан с этим. Но если говорить в общем и целом, то Димаш на фоне всего этого концерта смотрелся яркой. Очень контрастное было выступление его. Не то слово. И реакция зрителей тоже. Ну, ладно, наверное, не будем долго сейчас об этом обсуждать. Я хочу, знаешь, потому что у нас будет, наверное, ты сделаешь отдельный фильм об этом. Да, я вам, друзья, подробно расскажу свои эмоции, впечатления об этом концерте. А в заключение хочу, Вань, знаешь, вот такую хорошую жирную точку поставить. О том, что Димаш, ты знаешь, из города Актобе. А Актобе переводится как «белый холм». Да? И вот Ак – белый, Тобе – холм. И вот на этом концерте, ты знаешь, мы увидели
Димаш Тобе, М. который возвышался. Как сказать, этот супер высокий? Эверест надо? Или как? Ну, типа, не каждый может на такую высоту забраться. Потому что, ну, действительно, невероятно красивый, скромный, талантливый. Только же он, по факту, повзаимодействовал с аудиторией и продемонстрировал действительно Да. свой настоящий голос. Он, ну, хорошо, он не единственный, кто спел в А кто микрофон. еще пел? Еще Леонтьев. Он в конце сделал так, «А-а-а». Хорошо, ладно. Я Ну, сделаю. продемонстрировал вот свой вокальный талант Ага. дополнительно. Но самое важное, что я не помню, чтобы кто-то залом подпевал песню. Причем песня-то, дай бог, сутки после премьеры. Да. А еще знаешь, что я заметил? Я же сидел сразу во-первых, от этим краном, который там ходил и мешал мне нормально смотреть, и нормально снимать. И там была будка режиссера, там вся аппаратура, вот этот звукорежиссер. И я заметил, что там это было неожиданностью. Мне показалось, что это было неожиданностью для режиссера, когда Димаш решил спеть вместе с Дерсами. Вот. Да, да. Но я заметил, что режиссер оживился и говорил: так, камеру, наведи камеру вот сюда, крупнее. Так что я думаю, что Димаш и на сам процесс этой песни года он тоже повлиял. Обязательно смотрите на телеканале «Россия». Вот это великолепное шоу, телевизионная версия будет супер. Может быть, даже покажет нас, да? Наверное. Я надеюсь. Там говорили, что снимали зрители. Я позировал там, когда камера снимала, я специально вот так делал. Ну, там всякие умные. Но нужно умные отметить, лица. что когда Димаш уехал, для нас с тобой праздник-то не закончился. Мы отправились на парковку и встретили А мы это уже сказали. В общем и целом поделились немножко сумбурно, разумеется, эмоциями и впечатлениями от концерта. Будет большой серьезный разбор. Пишите свое мнение, свою версию, что увидели вы, глядя на фанкамы и на то, что сейчас гуляет в сети. Напишите ваши впечатления о песне года 2020. Или, может, если вы были на концерте, то тоже обязательно поделитесь. Можете в комментариях. Также можете написать нам на WhatsApp, можете написать в наш Instagram. Нам всегда приятно получать сообщения от вас. Всем спасибо за беседу. Пока. Давай еще. Всем спасибо за беседу. Пока. Пока. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.